BSNews представляет. Всем привет! Поговорим о покупке PS4 по объявлению и о мошенниках, которые вовсе не собираются продавать нам приставку, а просто хотят легких денег. Погнали! Давайте посмотрим цену новой консоли в магазине. Заходим на сайт Eldorado и вбиваем в строку поиска PlayStation 4. Перемещаемся в раздел приставок и смотрим цены. Обычная версия стоит 30 тысяч, Pro-версия 38 тысяч. Есть по 29 тысяч, самая дешевая же 26. Но это самый дорогой вариант, поэтому идем на Авито. Есть длинный путь попасть в раздел продажи консолей через выбор категорий, но мы сразу вбиваем в строке поиска объявлений PS4. Нам уже предлагают искать в разделе приставок, именно это-то нам и нужно. Итак, давайте посмотрим на предложение. Как мы видим, в продаже есть фэтки, это самая первая версия консоли, слимки, это ее более доработанная версия, более тонкая и более надежная, и прошки, это консоль с более мощным процессором. И цены на них на треть ниже, чем в магазине. Конечно, лучше взять слимку и поновее, это будет наилучший выбор. Итак, смотрим цены. Фэтку можно купить примерно за 15 тысяч, за слимку просят 17-18. Прошка стоит от 25. Есть шанс найти слимку или прошку еще на гарантии. Остановимся на слимке. Это будет самым идеальным вариантом. Но если слимка у человека чуть больше года, то гарантия уже кончилась. Но это не значит, что консоль покупать нельзя. Покупка гарантийной консоли – это идеальный вариант, так как у нас будет возможность бесплатно ее отремонтировать, если вы купите консоль и обнаружите в ней скрытый дефект. Если такого предложения нет, не проблема. Итак, мы ищем слимку и как можно помоложе. Но смотрите, что это за объявление? 45 игр. Одних дисков только 26 штук я насчитал. Одни диски можно продать тысяч за 15. А тут, правда, фэтка, но с кучей игр за 22 тысячи. Ну, может, действительно кто-то не хочет продавать по отдельности, а сразу отдает все. Может быть. Едем дальше. И, просмотрев еще несколько объявлений, я натыкаюсь вот на такое. Не может быть! Сонька 4 слимка за 10 тысяч рублей. Да ладно! Надо срочно брать. Читаем описание. Слимка 1 терабайт, 4 игры в комплекте. Приставкой почти не пользовались. И даже помощь в доставке. Супер! Наш вариант. Все как нам надо. Так давайте же попробуем ее купить. Пишем. Добрый день, подскажите, консоль исправна? Она не забанена? Но мне никто не ответил. Как вы думаете, может уже купили? И тут спустя 45 минут мне наконец-то ответили. Здравствуйте, все исправно. Я вроде бы не писал, что с ней что-то не так. Не так ли? Ну, бывают разные ситуации. Скажите, а как можно посмотреть приставку? И тут оказывается, что приставка находится в Коломне. Давайте же посмотрим, где это. Это порядка 120 километров от Москвы. Странно, почему он не продает ее в самой Коломне? Давайте уточним цену. Неужели и правда 10 тысяч? Да ладно! Да. Но что же с ней не так? Может, она без джойстика? Все в описании, что за глупые вопросы. Давайте спросим, исправен ли джойстик. И да, он тоже исправен. Ей почти не пользовались. Раза 3 от силы. Меня опять терзают смутные сомнения. Мошенник подводит к тому, чтобы я купил у него приставку удаленно и не через Авито доставку. И тут шарлатан просит мой номер телефона, чтобы общаться вне Авито. Обратите внимание на сообщение. Давайте ему подыграем. Кто хочет узнать, что будет, смотрите ролик до конца. Даже я был шокирован. Итак, Владимир просит наш номер телефона, чтобы продолжить общение в WhatsApp. Хотя я, если честно, сомневаюсь, что его зовут Владимир. Ну да ладно, не суть. Я предлагаю воспользоваться Авито доставкой, но обманщик не хочет. У него был печальный опыт. Наверное, все приходило как и положено, а это не в его интересах. Мошенник пытается меня убедить, что это совершенно безопасно, и он работает через эту компанию.
Для отправки видео о том, как это работает, он настойчиво просит мой номер телефона. Вы только посмотрите, как он убедителен. Ну и я соглашаюсь, ведь ему же надо продолжить общение вне Авито. Итак, я отправляю ему свой номер, и мы перемещаемся в WhatsApp. И он нам скидывает ссылку на ролик про компанию, которая якобы занимается услугами посредника при удаленной покупке. Запомните внимательно, это мошеннический сайт. Ни в коем случае не соглашайтесь. А мы играем свою роль до конца. И давайте пройдем по ссылке. Нам же интересно, что будет. А по ссылке нам открывается ролик на YouTube. И YouTube настоящий. Смотрим ролик. Для того, чтобы никак не помогать мошенникам, я сделал неразборчивым адрес сайта и сам видеоролик. В ролике нам объясняют, что мы платим деньги сайту. После этого у продавца забирают нашу Соньку. Она приезжает к нам в офис доставки, и курьер приносит к нам домой. Только после осмотра и проверки, если мы соглашаемся, приставка остается у нас, а деньги отправляются продавцу. На самом деле механизм тот же, что и на Авито. Ну да ладно. Продолжаю прикидываться простаком и совсем соглашаться. Говорю, что не совсем понял механизм и прошу рассказать мне поподробнее. Присылает мне часть заготовленного текста, и я с ним соглашаюсь. Далее он просит мои персональные данные. Ну да, конечно. Отправляем ему выдуманные данные из головы. Адрес я посмотрел в картах. А между тем давайте посмотрим отзывы об этом сервисе на Яндексе. И первые же строки говорят нам о том, что это мошенники. Вот это поворот! Но мы делаем вид, что не знаем этого, и ждем, пока Лже-Владимир попросит денег. И вот наконец-то сейчас мне пришлют ссылку. Жду с нетерпением. И вот она. Интересно, да? Жмем и переходим по ней. На сайте действительно уже заполнены наши данные. Нажимаем кнопку «Подтвердить», и у нас просят данные кредитной карты. Если я их введу, то деньги уйдут мошенникам, и на этом все кончится. Я уже придумал, как немного заставить понервничать нашего обманщика. Пишу ему, что у меня что-то не приходит смс от банка. И немного погодя предлагаю перевести данные напрямую на карту, чтобы он немного порадовался, ведь я ему ничего переводить не собираюсь. Как оказалось, у него нет Сбербанка, зато есть МТС-банк. Он нам скидывает номер карты. Вот и вся схема мошенничества раскрыта. Если у кого-то остались сомнения по поводу честности Владимира, зададим ему один необычный вопрос. Скорость ответа говорит сама за себя. Для тех, кто не понял того, что написано, поясню. Наш врун отбывает наказание по статье 105 за убийство. Поэтому рассказывать всем подряд свои персональные данные я крайне не рекомендую. Скажите, а вы тоже заметили, что он угрожал мне убийством? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Итак, давайте подытожим. Как распознать мошенника? Во-первых, необычно низкая цена. Это практически всегда подозрительно. Мошенники ставят самую низкую цену за вещь, когда она стоит намного дороже. Согласитесь, необычно. Во-вторых, это наличие отзывов о мошенничестве. Если вы все же зашли на объявление, то почитайте отзывы о продавце. Возможно, вы увидите вот такие интересные отзывы. В-третьих, отсутствие других объявлений. Обманщикам некогда создавать много объявлений. Они создают одно, два, но они все будут созданы совсем недавно. В-четвертых, это только что созданный аккаунт. Конечно, человек мог до этого ни разу ничего не продавать на Авито, но это тоже достаточно подозрительно. В-пятых, это согласие на сделку только без личной встречи и проверки приставки на месте. Это самый главный ключ к мошенничеству. Не стоит спешить отдавать ваши деньги, не проверив то, что вам продают. Самое дешевое предложение может вам обойтись намного дороже, чем покупка честной консоли с проверкой на месте. А всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и пишите комментарии. А еще напишите в комментариях, попадались ли вам мошенники и как вы предпочитаете покупать вещи, в магазинах или же по объявлениям. Мне будет очень интересно почитать. Я отвечу на все ваши вопросы.
Впереди будет много интересного. Не пропустите. Всем пока!